Всем привет! У нас небольшой видеообзорчик намечается. Решил записать видеообзор вот на такие ручные клещи, то есть по тематике контактной сварки. Данная модель это ручные контактные сварочные клещи. Заказчик у нас это Александр, сразу скажу, поедет в город Тверь этот заказ. Контактные сварочные клещи мощностью 2000 ампер, потребление 220 вольт, 5 киловатт. На выходе у него у клещей контактных 2000 ампер и 2,2 вольта. Сейчас мы подробненько пробежимся по этому аппарату, расскажу, что у него, какой конструктив, технические характеристики, комплектация. Затем по нашей традиции включим, проверим, как он работает, как он сваривает металл. Данные клещи нам заказчик Александр заказывал для работы, для сварочных работ по кузовщине. И свариваем металл. Он будет сваривать металл листовой. Это где-то миллиметр плюс миллиметр. Может быть, там будет тройной металл. Это миллиметр плюс миллиметр, да? То есть 3 металла по миллиметру. Все это дело проверим, включим, как это варит, посмотрим. Так, что у нас сразу по комплектации сейчас скажу. Это у нас сам аппарат с проводом, провод 2 метра, с вилкой каучуковый, 220 вольт. Также у нас входит в комплект это очки защитные от искр для глаз, перчатки прорезиненные двухслойные, абразив для зачистки электродов медных, такой проводной пульт, можно сказать педаль. Подключается он в разъем на задней части. Иногда бывает полезен. Всем тоже ложу для каждой контактной сварки вот такой еще проводной пульт. Можно сказать педаль проводная. Если вдруг неудобно нажимать, например, на самом аппарате на кнопку, бывают сложные такие места, то можно бросить на пол и нажимать ногой. Будет происходить сварка. Также у нас в комплекте это визиточка наша и небольшой сладкий подарочек. Будете распаковывать и аппарат контактный и пробовать сладкий подарочек. Так, все это дело у нас сейчас в сторону и пробежимся по характеристикам, да? Технические характеристики. Так, сразу по весу. Вес у него, у этого аппарата 9,5 килограмм. Габаритные размеры это у нас 50 на 26 высота и ширина 14 сантиметров, то есть 140 миллиметров. Вылет клещей составляет 250 миллиметров. Высота медного электрода от верха штанги вылета до кончика медного электрода составляет 11 сантиметров. Сам медный электрод 14 миллиметров в диаметр. Так, что у нас еще? По весу я уже сказал 9,5 килограмм. Вес комплекта 10,5 килограмм. Так, на передней панели у нас располагается это термометр. Показывает показания температуры как на трансформаторе первичной омотки, так и температуру показывает управляющего семистра, который управляет этой сваркой. То есть контроллер у него не встроенный. Заказчик пожелал аппарат без контроллера. Также у нас модели можно заказывать и с контроллером. Данная модель без контроллера. То есть контроллер он может регулировать как время до секунды, от 20 миллисекунд до секунды, и мощность в процентах от 30 до 100%. Тоже там у него есть индикаторные лампы и небольшой мониторчик с показаниями. Но его здесь нет в данной модели. Здесь только у нас присутствует наглядный термометр. Можно смотреть за перегревом трансформатора и семистра.
Вот. Также на передней панели располагаются у нас вентиляционные решетки для того, чтобы теплый воздух выходил через них и немного остужал. Также у нас еще и кабель, который идет к электродам, и немного электроды, попадает на них ветерок. Вот. По бокам тоже у нас имеются вентиляционные решетки. Здесь у нас имеется на передней панели лампа, которая индикаторная лампа показывает защита 70 градусов. То есть в нормальном режиме эта лампочка индикаторная, она включена и горит. Если вдруг сработает защита, выключится, да, то есть в нем установлена защита на 70 градусов, как на трансформаторе, так и на семистре, то эта лампа погаснет и работать им уже нельзя будет. Вот. Но вентилятор будет работать, и термометр тоже будет показывать температуру. То есть он будет охлаждать термометр, этот вентилятор, и наш трансформатор, и семистр. Вот. Остынет где-то градусов на 15 и опять заработает. То есть опять лампочка включится. Вот. И можно будет опять работать. Но хочу сразу предупредить, нужно беречь аппарат и не доводить до перегрева. Как только вы видите на термометре какие-то показания, либо на трансформаторе, либо на семистре приближаются к 70 градусам, лучше остановиться и дать ему остыть, этому аппарату. Вот. Так. То есть наглядно можно контролировать. Также по бокам у нас есть вентиляционные решетки. Сверху у нас имеется рукоятка для транспортировки или для работы с рук. Далее у нас есть, располагается сверху ручка клещей. Вот. При нажатии клещи смыкаются. Вот, и нажимая на кнопку, которая под большим пальцем, происходит сварочный процесс. Вот. Так, что у нас находится сзади? Сзади у нас на задней панели находится это кулер для охлаждения нашего трансформатора и семистра. Также у нас здесь есть разъем под педаль. Разъем под педаль находится. Вот, шнур питания 220 вольт. И включаем автомат включения нашего аппарата. Так, вот, в принципе, конструктив и характеристики я его рассказал. Мощность аппарата 2000 ватт, 2000 ампер, вернее, выход данного аппарата 2,2 вольта. Потребление 220 вольт, 5 киловатт и 26 ампер у него потребление. Так, в принципе, по конструктиву я уже все рассказал, характеристики все рассказал. Сейчас мы его включим в розетку и проверим. То есть также желательно его подключать правильно на розетке и на вилке. Здесь вот у нас написано L и N, то есть линия и 0. То есть также желательно и подключать. Вот. Ничего страшного не будет, если вы ошибетесь, но лучше подключать правильно, да? Так как у нас 0 идет напрямую на трансформатор, а фаза она размыкается. Так, подключаем к розетке. Включаем наш клавишу включения. Вот. Заработал сразу кулер, можно видеть, вернее слышать, как он работает. Включился у нас термометр. Вот. Показания, как я говорил, у него двойные. То есть показывает температуру как трансформатора, верхнее показание, и нижнее это семистр. Семистр, он... То есть твердотельное реле управляет нашим аппаратом, этим контактной сваркой. Вот. И на твердотельном реле установлен на термопасту радиатор. Вот. И на этом радиаторе установлен защита от перегрева на 70 градусов. И стоит вот термопара, которая показывает у нас температуру вот синим цветом. Вот. Можно будет контролировать и смотреть за перегревом. Вот. В данный момент показывает еще и вольтаж, но вольтаж, не обращать внимания на него, это китайцы так делают, почему-то показывают. Вольтаж — это блок питания, который питает наш кулер и вот наш термометр электронный. Вот, загорелась лампа
вернее включилась лампа защиты 70 градусов, точно так же она включается во время включения. Это нормальный режим, не пугайтесь. Она погаснет только в том случае, если сработает защита. Она гаснет, эта лампа. Вот. На трансформаторе, на первичной обмотке также стоит защита и термопара. То есть термопара показывает, первое, это красные показания на термометре. Нижнее показание это семистр. Вот. То есть это твердотельное реле. Тоже, точно так же и на трансформаторе термопара установлена на первичной обмотке, которая в лаке, и защита от перегрева на 70 градусов. То есть здесь стоит две защиты и на трансформаторе, и на твердотельном реле. Вот. Нужно иметь это в виду, чтобы не перегреть ни то, ни другое. Вот. Это сделано для того, чтобы не испортилась у нас первичная обмотка, не было виткового замыкания после перегрева, да, и точно так же наш семистр не вышел из строя, который встроен в твердотельном реле, вот, который управляет сваркой. На кнопочку выведено здесь 12 вольт отдельно, которая именно управляет, это блок питания, управляет этим твердотельным реле. То есть на кнопочке 12 вольт, а не 220. Вот. Нажимаем на кнопочку, и происходит сварка, то есть сварка начинает работать. А сварка работает в ручном режиме, то есть сколько вы кнопочку держите, столько у нас сварка и будет работать. То есть контроллера в нем нет, в этой сварке. Вот, нажимаем на кнопочку и слышим гул трансформатора. Вот, я поднес микрофон специально для того, чтобы можно было слышать гул трансформатора. То есть кратковременное нажатие, это уже нужно будет смотреть по толщине металла, какой вы будете сваривать. Кратковременное нажатие — это тонкие металлы. И если толстый металл нужно сварить, то и подержать нужно будет секунду, может быть 2, может быть даже и 3, смотря какой толщины металл. Вот. И приварится наш металл. Так, в принципе, сейчас я уже все объяснил по его конструктиву, характеристикам. Сейчас мы возьмем пластины и попробуем сварить их. Так, ну, пластины я буду варить, как обычно, буду пробовать на миллиметровых кнауфские пластины. Это крепежная пластина, как их называют, кнауф. Они перфорированные вот такие. Вот. И я на них пробую. Они толщиной 1 мм. Вот. И на этих пластинах всегда пробую наши аппараты. Пластины оцинкованные. Вот. Так, давайте попробуем приварить. Возьмем, приварим, наверное, 2 пластины, да? Или возьмем сразу 3 пластины, так как бывает в кузовных работах встречается, нужно приварить 3 металла между собой плоских. То есть прикладываем 3 пластины и будем сваривать. И будем сваривать сразу 3 металла. 2 металла, я думаю, сваривать нет смысла. Сразу будем пробовать на 3 пластинах. 3 пластины по 1 миллиметру. На показаниях у нас 25 градусов стоит. Это показания и трансформатора, и семистра, то есть твердотельного реле. Так, ставим наши пластины и нажимаем на кнопку под большим пальцем. Провели одну точку, сделали. Точка у нас буквально полсекунды. Точка у нас выглядит вот таким вот образом. Ставим еще одну. Немного больше подержал. Буквально около секунды. И получается у нас вот такая точка. Немного она пошире.
Так, сейчас мы ее попробуем оторвать, но пластины, они не оторвутся. Видим, что пластины не отрываются, да? То есть, если мы будем их гнуть, то они сломаются, но они не отрываются. То есть привар очень хороший, мощность у него, у этого аппарата достаточная, 2000 ампер. Вот. Также такие аппараты могу сделать на заказ и меньшей мощности, где-то 1400 ампер, 1500. Вот. Но данный аппарат 2000 ампер, не менее. Вот. И поэтому привар у него просто отличный. Так вот он приваривает. Так, давайте посмотрим по показаниям. Показывает у нас одна точка, мы сделали 26 и 25 температура. Давайте, наверное, сделаем еще серию точек. Серию точек сделаем прямо на этой же пластине. Сделаем несколько точек, да, буквально сколько, наверное, по времени я сейчас засеку. Примерно, может быть, я не знаю, поработаем около 3 минут и засеку время. Вот, буду размеренно работать 3 минуты, так как у аппарата заявлено у контактной сварки работа 3 минуты и 7 минут отдых. Так, третья точка, четвертая точка, пятая точка, шестая, седьмая. Варю я между отверстиями, делаю точки. Вот, и мы видим то, что сварка проходит в нормальном режиме. Так, искры посыпались, потому что, наверное, попал ближе к перфорации, к отверстию, и из нее расплавленный металл вылился в виде больших искр. Вот, делаем точки. Вот, 1 минуту мы уже проработали, не торопясь, можно так сказать, размеренно. Сжимаем, нажимаем на кнопочку. И проводим сварочный процесс. То есть ставим точки. Пластина у меня тут уже заканчивается, но мы место найдем. Так. И в конце мы примерно подсчитаем, сколько точек мы сделали. Посмотрим на температуру на нашем электронном термометре. Вот как я и говорил, тут у нас конец пластины, и искры высыпались из-за края. Это не что иное, как расплавленный металл выплескивается. Вот. Так. Проварили уже много точек. Идет уже 3-я минута. Не торопясь, размеренно выставляем на нужное место для того, чтобы сделать контактную точку. Вот. Не попасть в отверстие. Так. Так, ну все, прошло 3 минуты. Вот таким вот образом выглядят точки наши. То есть оторвать сейчас эту пластину практически нереально.
эти 3 пластины. Давайте подсчитаем по количеству точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ну, около 40 точек мы сделали. Вот, можно видеть по температуре нашего аппарата. Давайте посмотрим. 35 это наш трансформатор. Нагрелась первичная обмотка. Ну, 35 градусов это, можно сказать, температура человеческого тела. Да? 26 градусов это температура нашего семистра. То есть я даже боялся то, что он будет перегреваться. Вот. Но наше твердотельное реле, оно рассчитано до 40 ампер. Можно сказать, китайских, да, но можно смело делить пополам, и там где-то у нас выходит не 40, а может быть 25-30 ампер. Как раз у него 26 ампер потребление, так что нормально. Это как раз его мощность этого твердотельного реле. Мы видим то, что оно не перегревается. Вот, я установил на него радиатор алюминиевый на термопасту. Вот, и также еще поставил защиту дополнительно на него и термопару для того, чтобы показывать нашу температуру на него, снимать температуру с него. Вот. И опять же он расположен прямо перед нашим вентилятором, кулером, который охлаждает постоянно. Вот. Так что мы проделали работу, температуру электродов, вот можете видеть, я трогаю их руками. Ну, температура где-то около 40 градусов. Вот. То есть руками я трогаю, и все это нормально. То есть проделали мы работу буквально 3 минуты, да, 3 минуты. Можно даже смело работать 5 минут. 5 минут отдых, 5 минут работа. 5 минут отдых, 5 минут работа. В принципе, для аппарата, для этого, вот именно с таким металлом работать 1 плюс 1 плюс 1, 3 миллиметра, да, получается в общей сложности. Это значит то, что аппарат даже не перегревается при такой работе. То есть 5 минут работать можно и 5 минут отдыха ему давать. И будет нормально. Вот. В принципе, дальше, в дальнейшем можете смотреть уже сами по ходу работы и контролировать, смотреть за перегревом. Вот. Если вы видите, что аппарат, видите, да, что он не перегревается, можете и дальше работать. В принципе, плохого в этом нет. Как только вы уже видите то, что проглядели, да, просмотрели то, что температура пошла уже за 50, если какие-то толстые металлы вы варите, уже не такие, а более толстые, например, 3 плюс 2 миллиметра, да, нужно приварить. И подержать нужно уже будет 2-3 секунды, да. Вот. И таких точек надо на таком металле сделать больше. Естественно, и перегреваться он будет дольше. Ой, быстрее. Вот. Поэтому уже смотрите по своей работе, с какими металлами вы работаете, и по перегреву. Вот. В принципе, такой у него режим работы. 5 минут работа, 5 минут отдых. Так. Сейчас я принесу тестовые клещи, то есть замерим ампераж на выходе этого аппарата. Ну, чтобы развеять все вопросы, как, что, сколько ампер у него, да, на выходе. Сейчас принесу токовые клещи и замерим. Так, принес я токовые клещи. Сейчас мы включим и проверим. Токовые клещи тоже очень интересные. Как-нибудь я на них тоже сниму видеообзор. Измеряют они до 3000 ампер ток. Вот. Купил я их на Алиэкспресс, и как-нибудь потом еще запилю на него видеообзор. Вот. В будущем смотрите, на них обзор будет. Так, поставить, чтобы можно было контролировать за показаниями. Сейчас здесь вот будет показание ампеража на выходе наших клещей. Так, буду я нагревать вот такой металл. Здесь где-то примерно 4 миллиметра толщиной. Вот, и
буду долго держать, несколько секунд, и посмотрим, сколько ампер на максимуме он выдает. Смотрим, 250. Только сейчас мы видели на показаниях было 2250 ампер. То есть выдает он у нас 2250 ампер. Вот. Такая сила тока у этих клещей на выходе. То есть я думаю, что это просто замечательно. Запас мощности у этого аппарата довольно приличный. То есть металлы можно варить. Сами вот вы видели, что мы сейчас проделали работу. Вот, 3 пластины по 1 миллиметру мы сварили между собой. Вот, и варили буквально 3 минуты, и температура на нашем термометре показала что все в норме, перегрева нет. Вот. Так, давайте еще попробуем приварить проволоку, так скажем, да. У меня есть вот такие гвозди, я на них пробовал уже варить, только не на этом аппарате, на другом. Вот. Контактная сварка в стык я пробовал, вот так 2 гвоздя, гвозди по 5 миллиметров. Вот. Сейчас мы их проверим. То есть могу я делать на заказ и контактную сварку в стык, чтобы их стыковать, да, проволоки различные. Вот. И кому нужно, будет заказывайте. Вот. Сейчас мы их проверим, как варят проволоку или кругляк 5 плюс 5 миллиметров. Вот, именно на этом аппарате. 2250 ампер мощности. Так, сделаем 3 точки. Проварит он эти 5 миллиметров плюс 5 миллиметров. Ну, естественно, нужно будет подержать несколько секунд, чтобы проварить такой металл. Вот, и посмотрим на показания опять же. Сделаем, поставим 3 точки. Вот, ну, в принципе, достаточно. Проварили где-то буквально секундами, 2-3 секунды. Вот, и будем пробовать их оторвать. То есть 5 миллиметров немного остудим, потому что горячий металл, он мягкий. Так, ну давайте немного гнуть, смотреть на результат, на отрыв. Видим что гвозди горячие, гнутся, но не ломаются. Вот. Между ними можно видеть расплавленный металл между гвоздей. То есть они сварились между собой. Вот. Но до 5,5 миллиметров кругляк он будет брать. Толще уже 6 плюс 6 он уже, наверное, вряд ли осилит. Можно, конечно, но будет уже нужно держать еще дольше выдержку, то есть нужно уже секунд 5 держать. Ну, это уже нецелесообразно. 6,6 миллиметров для него это уже будет слишком толстый металл, и 6 плюс 6 миллиметров легче переваривать другими видами сварки, нежели этой. Вот. Но до 5 кругляк, проволоку он оселяет, можно было сейчас видеть. На максимальной выдержке, естественно, то есть мы убавляем в половину максимальную толщину нашей проволоки, это 5 миллиметров, то есть 2 плюс 2,5, 2,5 плюс 2,5, он, для него это рабочая будет проволока. 2,5 плюс 2,5 он будет варить просто в лед. Вот. 5 плюс 5 это для него максимальный кругляк, проволока. Вот. Так, ну давайте еще для эксперимента приварим вот такие пластины. У меня есть, можно так сказать, листовой металл, но это тупо пластина по 2 миллиметра. 2 штуки по 2 миллиметра. Ну, то есть я штангелем мерить не буду. Можете мне поверить на слово, то что здесь действительно есть 2 миллиметра. 2 плюс 2 миллиметра. То есть я их постоянно пробую на них. Какие-то другие металлы, сварочные аппараты. То есть вот я их
буквально, да, отрывал, они не отрываются, эти точки. Ломал и отломал кусок. Вот. И не приварилась. То есть точка не отломилась, а отломился сам металл. Вот. Так, сейчас мы тогда попробуем приварить данным аппаратом и сделать пару точек. Металл уже деформированный, я даже не знаю, как лучше его взять, чтобы приварить, чтобы он приварился. Нужно, чтобы у него прилегание было, ну, примерно, хотя бы нормальное небольшое прилегание было. Так, ну давайте попробуем. Пару точек поставим. Так, ну секунды полторы, наверное, около 2 я подержал. 2 секунды было точно. Вот, тоже где-то пару секунд я подержал. Вот мы видим вот такие 2 точки. Вот, то есть металл 2 плюс 2 миллиметра. Но здесь у нас они в любом случае они сварились. Вот это, когда свариваем мы толстые металлы между собой, выдержка должна быть уже поболее, несколько секунд. Ну, то есть оторвать я все равно сейчас их тоже не оторву. Ну, попробуем их поразгибать. Нет, да нет, не оторвешь их. 2 миллиметра это металл тоже такой крепкий, он даже гнется с трудом. Нет, не оторвем. Мы такой 2 точки поставили, вряд ли мы их оторвем. Вот, но тем не менее, то есть 2 плюс 2 миллиметра, это в сумме у нас 4 миллиметра, он тоже варит. Ну, я думаю, даже 3 плюс 3 он тоже возьмет на максимальных токах, вернее на максимальной выдержке. Ток здесь всегда максимальный, то есть выдержку можно сделать поболее, и он их приварит. Ну, до тройки 3 плюс 3, я думаю, он возьмет. Ну, 2,5 плюс 2,5 точно, так как мы сейчас 2 плюс 2 варили. Вот, и данный аппарат, он их сварил, не оторвешь, эти 2 точки. Так, наверное, на этом будем завершать уже нашу проверку, эксперименты с этим аппаратом. Показал он себя уже, то есть с хорошей стороны. Мы сейчас поработали и приварили какие-то толстые металлы, тонкий металл, да, приварили 3 пластины по 1 миллиметру. То есть поработали буквально, вот мы видим по температуре. Температура трансформатора до сих пор 35 градусов держится, и 26 это наш твердотельное реле. То есть с работой он со своей справляется. Аппарат достаточно мощный. Вот, и заявлена его характеристика 2000 ампер. То есть мы видели, наглядно проверяли его токовыми клещами. Он показал 2250 ампер на выходе. Вот. Это более чем достаточно. Для работы кузовных работ это просто больше и не нужно. Вот. Контроллер для кузовных работ, я тоже думаю, что может быть он и не нужен, как заказчик нам заказывал его без контроллера. Но тем не менее, имейте в виду то, что контроллер можно будет тоже заказать. Делаем мы с контроллерами аппараты. Вот. То есть контроллер, он дает уже более расширенные настройки. То есть можно сваривать уже совершенно тонкие металлы. Аппарат очень мощный, 2250 ампер. И если какие-то будем тонкие металлы варить, да, какие-то, я не знаю, 0,5 плюс 0,5, совсем тонкий металл, или там литионные аккумуляторы приводить им точно уже не получится, потому что прожгет. Вы никогда не сможете пальцем нажать на кнопку и сделать нажатие величиной в 20 миллисекунд. Вот, это просто нереально. Контроллер, он регулирует от 20 миллисекунд до 1 секунды. Бывают контроллеры и до 2 секунд. То есть на контроллере также можно будет и мощность убавлять,
и время убавлять, то есть выставлять, и по заданным параметрам варить. То есть не нужно будет кнопку нажимать, быстро нажимать или там долго держать. Просто нажал один раз, и контроль по выстроенным показаниям варит. Вот, в принципе, и все. Так, как я уже и говорил, делаем мы контактные сварочные аппараты также в стык. Можем сделать на заказ. Вот. Также мощные аппараты делаем и 2800 ампер, и до 4000 ампер. Вот, споттеры, разный вылет клещей, то есть до там, 65 до 70 сантиметров, 700 миллиметров вылет. То есть для вентиляционных систем, для дымоходов, для ливневых систем, для даже заказывали нам и трубы не нержавейки для глушителей варят, для большегрузов, да, для таких американских машин. Вот, то есть с маленьким электродом нижним до 30 миллиметров. Вот, для того, чтобы что-то одеть, какую-то тонкую трубу и проварить внутри нее что-то. Вот, то есть любой заказ мы обдумываем, обсчитываем и смотрим, сможем мы такой аппарат изготовить на заказ, либо нет. Вот. Но в основном у нас получается все изготовить на заказ для наших заказчиков. И заказчики остаются довольны, можно так сказать. Аппараты недорогие. Если машины контактной сварки, можно заказать со спидалью, со станиной. Там они от 30 тысяч. Вот, мощные аппараты. Такие ручные клещи, они от 14 тысяч. Вот. Также делаем сварочные аппараты контактные для литий-ионных аккумуляторов, сварочные аппараты для сварщиков, которые варят угольным электродом медные скрутки, алюминиевые скрутки, да, для того, чтобы ток лучше шел. Эти аппараты покупают электрики, которые знают толк в хорошем монтаже электропроводки. Вот. Также делаем дымогенераторы, дымонагнетатели к ним для холодного горячего копчения. Вот. Выжигатели эксклюзивные, которые не найти в магазинах. Это выжигатели молний, выжигатели струнные, да, то есть раскаленной нехромовой струной резать дерево можно. Вот. Классические выжигатели, 2 в одном, 3 в одном выжигателе. То есть приходите на мой канал, подписывайтесь, можно все эти видео там посмотреть, обзоры. Есть у нас соцсети, группа ВКонтакте у нас постоянная, куда мы все это дело скидываем в ленту новостей, раздел видео, раздел фото, раздел товары. Иногда бывает, мы там не успеваем корректировать что-то, да, в разделе товарах, но если что, звоните, уточняйте цены уже по телефону. Вайбер, WhatsApp, номер телефона я прикреплю тоже внизу, будет в видео прикреплен. Вот, все ссылочки на соцсети будут внизу в описании под видео. Вот, также можете нас найти, набрав Маклет Плюс в интернет-поисковике. Вот, это будем мы. Вот. Также будет в закрепленном первом комментарии наши контакты. Так что, если что, вы нас всегда найдете. Вот. Заказывайте аппараты, звоните, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому нравится то, что мы делаем. Вот. Кому не нравится, ставим дизлайк. Это без проблем, но всегда обосновывайте. Если вы поставили дизлайк, пишите в комментариях, что вас не устраивает в данных аппаратах, да, вот, всегда пишите. На все комментарии я отвечаю. Также, если вы поставили лайк, тоже пишите комментарий, что вам понравилось, хотелось бы вам такой аппарат, какие-то вопросы возникли, вот. Так что пишите все в комментарии, всем отвечаю. Вот, на этом буду завершать. Все, всем пока, до новых встреч.